Поток дизайнерских задач неуправляем и постоянно растет. Дизайнеры не выдерживают и смотрят на другие места работы. Ваш дизайн долго согласовывается и из-за этого постоянно съезжают сроки. Вашим дизайном недовольны заказчики? Тогда вы пришли по адресу. Меня зовут Дмитрий Волков, и я руковожу отделом продуктового дизайна в крупной компании. Данное видео больше подойдет арт-директорам и дизайнерам, работающим в отделах дизайна и имеющих бесконечный поток разнообразных задач. Для UX/UI лидов и дизайнеров видео подойдет только в том случае, если вы не имеете четкого закрепления за одним направлением, а работаете как студия. В общем, давайте приступим. Как-то мне пришлось организовывать работу группы коммуникационного дизайна для отдела маркетинга. Хоть как дизайнер коммуникаций я и не очень, зато немножко разбираюсь в дизайн-менеджменте. Первое, что я сделал, это собрал коммуникационных дизайнеров, чтобы сформировать список проблем, с которыми они сталкиваются. Основные проблемы были такими. Это отсутствие приоритетов на выполнение задач. Дизайнер делает задачу, к нему прибегает менеджер и говорит: бросай все, делаем другое. Вторая проблема – долгий срок согласовывания. Дизайн сдан заказчику 2 недели назад, и что с ним происходит, непонятно. Чаще всего в конце рабочего дня, пятницы, прилетают правки. Третья проблема. Каждый заказчик в душе творец, поэтому он начинает ваять руками дизайнера и не принимает отличную от его видения работу. Согласитесь, что это классический набор проблем, которые встречаются и на фрилансе, и на работе в компании. Были еще проблемки, но не такие важные, поэтому давайте посмотрим, как я их решал. Прежде всего, мы должны определиться, сколько и каких задач дизайнер может сделать за определенный срок времени. Поэтому составляем список основных работ дизайнеров за полгода и эмпирически-практическим путем проставляем количество часов, за которое должна работа быть выполнена. Сбоку от меня вы видите пример такого списка. У вас могут быть свои показатели и сроки. Это нужно для того, чтобы понимать, сколько дизайнер или группа дизайнеров может сделать разноплановых задач в неделю. А также это нужно для того, чтобы у дизайнера был в голове дедлайн, в который он должен постараться уложиться. Если дедлайн не установить, то получится, что дизайнер выполнял одну задачу в неделю, а результат этой задачи нужен был для маленькой рекламной кампании. Если посчитать все затраты на рекламную кампанию, то она может не окупиться. А мы же не только про творчество, но и про бизнес. В общем, список составили, часы проставили. И очень важный момент в том, чтобы сами дизайнеры согласились с этим списком и часами. Данный список можно подкорректировать под реалистичные показатели. Далее мы все-таки должны начать решать проблему потока задач и отсутствия приоритетов. Если вы придете к руководителю и скажете, что такая проблема есть, без аргументации, то, скорее всего, будете посланы в магазин за хлебушком. Поэтому нужна хорошая система по постановке и контролю над выполнением задач. В нашем случае это Jira, а методология, по которой должны работать дизайнеры, это Kanban. Kanban – это система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип точно в срок. Мы пробовали использовать кусочек скрама, сделать недельные спринты, но дизайнеры делали меньше задач, чем могли. Больше простаивали, ведь у нас было все жестко. Не попала задача в спринт – жди следующего планирования. У тех, кто смотрит это видео, возможно, все по-другому и все хорошо. Итак, давайте посмотрим на этапы дизайна, которые мы завели в Jira. По этим этапам проходят все задачи, и из них формируется канбан-доска дизайна. Колонка «Нужно сделать». Сюда прилетают все задачи от заказчиков. В этой же колонке можно их расположить согласно приоритета, который проставляет арт-директор по согласованию с вышестоящим руководителем. Нелинейные менеджеры проставляют приоритет, а руководитель менеджеров. В противном случае будут проблемы с недоделанными или отложенными задачами.
Колонка в очереди. Переносим туда задачи, которые будут взяты в работу в порядке живой очереди согласно приоритету. В этой колонке проставлено максимальное количество задач, которые могут быть поставлены в очередь. Вычисляется показатель из количества дизайнеров, помноженное на 2. То есть количество задач, которые можно решить за неделю. В данной колонке можно управлять процессом взятия задач в работу. Какие-то заменить, какие-то изменить место в очереди. Колонка в работе. В эту колонку перемещаются задачи согласно приоритета из колонки в очереди. Важно установить ограничение, равное количеству дизайнеров, так называемый VIP-лимит. Предполагается, что дизайнер берет одну задачу в дизайн и выполняет ее до самого конца. Колонка заморожена. Это ноу-хау, отсутствующее в нормальном канбан-процессе, но оно нужно для того, чтобы узнать, сколько задач приходится ставить на паузу и сколько задач стоят на заморозке, чтобы определить проблему. К примеру, есть заказчик, который дает на входе неполные данные, любит по несколько дней выяснять отсутствующие данные и делает много чего, что тормозит процесс. И только его задачи чаще всего появляются в заморозке. Колонка Design Review показывает арт-директору, что задача готова к его оценке. Арт-директор потом может вернуть карточку задачи в работу или передвинуть дальше. Колонка «Ревью заказчика» говорит о том, что задача готова и заказчик может взять ее и отправить дальше по процессу. Важный момент. Необходимо оговорить с заказчиками, что если арт-директор считает, что задача выполнена с точки зрения его качественно, то дизайн не обсуждается. В противном случае все сроки будут нарушены, рекламные кампании не начнутся вовремя и на головы всех участников упадут кары небесные. Некоторые работы требуют юридического согласования, поэтому появилась одноименная колонка. Остальные две колонки отвечают за закрытие задач. Задача либо отменена, либо выполнена. Они нужны для оценки трудозатрат в часах и днях. Доска у нас создана, но она не будет работать, если дизайнеры не будут двигать карточки в соответствии с реальностью. В нашем случае я собрал дизайнеров и объяснил им важность всего действия. И в течение нескольких недель контролировал актуальность доски. Потом дизайнеры привыкли и начали сами двигать карточки согласно реальным этапам, на которых находится работа. Но если не контролировать это, то актуальность упадет. Дизайнеры не всегда будут двигать карточки тогда, когда нужно. Итак, дизайнеры двигают карточки в соответствии с процессом, и через месяц мы можем понять, где у нас узкое горлышко. В Jira есть классные отчеты, используя которые мы можем понять, какой из дизайнеров делает большее количество задач, какие задачи превышали допустимые сроки, а также на каком из этапов задачи простаивали больше всего. Например, на этапе согласования с генеральным заказчиком или на этапе заморозки. В этом случае у дизайн-менеджера есть основания собрать руководителей основных заказчиков и попробовать выработать решение для исправления ситуации. В моем случае мы исключили несколько согласующих лиц из цепочки согласования дизайна, и макеты стали сдаваться на неделю раньше. В заключение хочу сказать, что благодаря тому, что мы наладили прозрачный процесс работы дизайнера, собрали нужную статистику, установили ограничения на вход задач и их количество в работе, установили верхнюю границу по сдаче дизайна, удалось делать больше и напрягать дизайнеров меньше. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте в комментариях о вашем опыте. Всем пока, до новых встреч!